Я вас приветствую. Сегодня я решил начать снимать новую рубрику, которая будет посвящена более подробному рассмотрению алгоритмов сортировок. Напишите в комментариях, интересна ли вам такая рубрика и продолжать ли мне ее снимать, так как она требует монтажа, а ПК у меня очень слабый. Да-да, скрытая реклама Greenpaper. И, как следствие, время сортировок на моем ПК может сильно отличаться от вашего. Но когда я куплю себе процессор лучше, чем Celeron G, то тогда я сделаю по-новому все тесты и оставлю результаты в описании и закрепленном комментарии. Все, больше не буду тратить ваше время этой лишней информацией и перейду непосредственно к видео. Так вот, начнем мы с пузырьковой сортировки, хотя вы могли это понять из названия видео. Пузырьковая сортировка, она же сортировка пузырьком, предполагает следующее. Значения в массиве всплывают по аналогии с пузырьком. Сначала всплывает самый большой, потом меньше, меньше и так до самого маленького пузырька. Но кроме этого вы можете сортировать не только по возрастанию, но и по убыванию, как в принципе во многих других сортировках. Что еще хотелось бы добавить, это то, что вы можете сортировать как с начала массива в конец, так и с конца в начало. О том, что же касается математики, мы поговорим после тестов. А пока давайте рассмотрим наглядно, как она работает. У нас есть вот такой массив уникальных значений в диапазоне от 1 до 8. Как мы видим, они идут не по порядку. Сортировать их мы будем по возрастанию. Соответственно, это означает то, что если элемент, который находится слева, больше, чем элемент, который находится справа, то мы делаем перестановку этих элементов. Также сортировка будет происходить слева направо, то есть это означает то, что мы сортируем массив сначала в конец. Для начала мы берем элемент по индексу 0 и элемент, который находится справа от него. Проверяем условия и видим, что тут оно не выполняется, соответственно перестановка не происходит. Увеличиваем индекс на 1 и вновь проверяем условия. Здесь оно выполняется, соответственно делаем перестановку. Таким образом, массив должен быть пройден до предпоследнего элемента неотсортированной части. Вновь берем пару элементов с индексом больше на 1, сравниваем и видим, что тут условие не выполняется. Соответственно, перестановки не будет. Следующая пара содержит самое большое значение, и начиная с этого момента самое большое значение начинает как бы всплывать в конец массива, при этом передвигая все справа стоящие от него значения. Вследствие таких действий самое большое значение становится на свое место, и теперь мы можем продолжить сортировку следующим проходом. Но на сей раз мы будем проходить только эту часть, так как все, что стоит после нее, уже отсортировано. Продолжаем сортировку и видим, что уже встали на свои места числа 4 и 5. Тем не менее, сортировка об этом еще ничего не знает и продолжает делать бесполезное сравнение. Именно такого бесполезного сравнения мы избегаем путем разделения массива на отсортированную и неотсортированную часть. Все, сортировка окончена и все числа стоят в верном порядке. Теперь давайте поговорим о реализации сортировки на языке программирования C++. Для демонстрации в этом цикле видео я решил написать свою библиотеку шаблонных сортировок. Эта библиотека будет пополняться другими сортировками, о которых я в дальнейшем расскажу. А сам исходный код библиотеки лежит на моем GitHub. Ссылку на этот проект я оставлю в описании. Само собой, что все сортировки в данной библиотеке шаблонные, поэтому тип переменных тут будет обозначен как t. Давайте взглянем на сам метод сортировки. Предварительно обработчик должен получить указатель на начало и размер массива. Это происходит в конструкторе. Сам же метод startSort принимает один параметр. Это предикат сравнения, он же указатель на функцию. Внутри тела метода мы видим два цикла. Первый цикл обеспечивает разделение массива на неотсортированную и отсортированную часть. Цикл идет от нулевого элемента до тех пор, пока это значение меньше размера массива. При этом после каждой итерации значение увеличивается на 1. Второй цикл – это непосредственно проход по неотсортированному массиву. Он, как и первый цикл, идет от нулевого элемента и, увеличиваясь на 1 на каждой итерации, проходит до предпоследнего элемента неотсортированного массива. Внутри этого цикла находится сравнение левого и правого значения, соответственно, по переданному предикату. Если условие выполняется, то сортировка делает перестановку.
Теперь давайте перейдем непосредственно к тестам. Для тестов на данный момент я буду использовать процессор Celeron G1840. Что же касается программной части, то проект будет собран на IDE Visual Studio 2015 Professional, платформа будет Windows 32, а конфигурация релиз. Я специально подчеркнул конфигурацию релиз красным цветом, так как на конфигурации Debug скорость сортировки будет дольше в 10 раз. Это все происходит из-за того, что на конфигурации Debug нет оптимизации. Тестирование будет предоставлено массивом размерами 2 в 14 степени и будет предполагать 5 разных видов заполнения массива. Первый вариант представляет собой массив, заполненный одним из 256 случайных значений. Второй массив из 4 вариаций значений. Третий – массив уникальных значений. Четвертый – это реверсно заполненный массив. Ну а пятый уже отсортированный массив в нужном порядке. Сравнивать результаты мы будем по двум основным параметрам. Это время, затраченное на сортировку, и соотношение количества перестановок к количеству компараций. При этом абсолютно во всех случаях мы будем иметь одинаковое количество компараций. О том, как получилось это значение, я более подробно расскажу в математической части сортировки. Начнем мы с массива, который заполнен значениями в диапазоне от 127 до минус 128. И как мы видим, тут затраченное время в среднем составило 0,8 секунд. А среднее количество перестановок почти 50%. Теперь взглянем на массив с небольшим количеством значений. Время тут немного меньше относительно предыдущего варианта, а вот количество перестановок гораздо меньше – 37,5%. Массив уникальных значений показал время даже меньше, чем первый вариант, хотя количество перестановок было немного больше. Массив, который уже был отсортирован, был пройден быстрее в 2 раза, чем все предыдущие варианты. Ну а количество перестановок составило соответственно 0%. И самое интересное, это массив с значениями, отсортированными в обратном порядке. Количество перестановок 100%, и по логике затраченное время должно было быть даже больше, чем в первом и третьем варианте, но на деле мы имеем несколько не поддающийся на первый взгляд логике результат. Из-за чего так происходит? Однозначный ответ я дать не могу, но есть две теории. Первая – это оптимизация внутри IDE либо самим стандартом языка C++, а вторая – это предсказание условного перехода при сравнении. Такая ситуация наблюдается как на конфигурации Debug, так и на релиз. Если у вас есть другие теории или факты, то пишите их в комментарии. Еще одним интересным фактом для вас может быть то, что на конфигурации Debug в IDE Visual Studio 2015 Professional и Visual Studio 2017 Community показали заметно разные результаты. Visual Studio 2015 показала среднее время сортировки массива случайных значений за 8,1 секунду, а Visual Studio 2017 за 9,2 секунды, то есть разница больше, чем в 1 секунду. Теперь давайте рассмотрим математическую часть видео. Рассмотрим мы только 3 пункта: сложность сортировки, зависимость количества итераций от размера и количество перестановок. Если мы обратимся к свободной энциклопедии Википедия, то обнаружим то, что в графе сложности указано значение n квадрат. Что же это означает? Давайте рассмотрим вот такой пример. У нас есть неотсортированный массив на 100 элементов. При пузырьковой сортировке мы определили то, что для сортировки 100 элементов требуется n времени. Теперь берем массив в 10 раз больше, то есть на 1000 элементов, и опять его сортируем. В этом случае время, необходимое на сортировку, будет не 10n, а 10n в квадрате, то есть 100n. То же самое будет касаться и количества итераций и перестановок. Что касается количества итераций, то оно представляет собой сумму всех натуральных чисел от единицы до размера -1. Если вам интересно, как эту сумму получить, то пишите в комментариях, и если требуется, то я запишу соответствующее видео. А пока вы можете воспользоваться вот этой формулой. В этой формуле n является размером массива.
Что касается количества перестановок, то, основываясь на предыдущих тестах, можно прийти к следующему заключению. В лучшем случае будет 0 перестановок, в худшем эквивалентно количеству компараций. Но в среднем, то есть по тестам 1 и 3, будет равно половине компараций. Ну и напоследок небольшое заключение. Из-за сложности n квадрат пузырьковая сортировка отлично справляется с небольшими массивами. Пузырьковая сортировка одна из самых простых в понимании и написании, так что она отлично подходит для обучения. Сортировку в принципе можно сделать многопоточной, предварительно частично отсортировав массив. В плане коммерческой разработки ПО эта сортировка практически никогда не используется, так как есть другие, более быстрые и эффективные алгоритмы. На этом все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей и предлагайте свои идеи.